Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем делать Зебру Паулу на максимум скорости. Да, правда, есть небольшой минус, это то, что не докачан у меня ботинок до 11 уровня, то есть у меня только 10, вот видите, 4 предметика несчастных не хватило, ну и сандали Садова тоже 10, а так бы было бы интереснее посмотреть, если мне были докачаны, то есть было бы помощнее. Но когда-нибудь в другой раз убрал я дефибриллятор, модный, красивый, ну и, конечно, убрал кассетную бомбу, да, я смог это сделать, пересилить себя, все дела. Остал зубы вампира 8, я думаю, они будут полезны для зебры. Отправься в командные бои, хотя зебре на самом деле не очень подходит командные бои, и лучше бы в соло-боях с такой сборкой играть. Да и вообще зебра больше для соло-боев персонаж. Ну да ладно, что есть, то есть. И еще один момент, ребятки, там завезли у нас акцию, я его показывать не буду, она все равно вылезет в любом случае. Акция это на прокачку, ну точнее не на прокачку, она на то, чтобы сделать киллы за пантеру, да, на количество киллов. Ну, как была уже недавно акция на кого-то другого персонажа, я не помню, правда, никого. Суть в том, что вам просто нужно сделать какое-то количество киллов и получить за это сундучок, да, в каком-то количестве. Опять же, вроде 200 киллов нужно на, если я не ошибаюсь, на легендарный ящик, но это не точно. Опять же, это вроде нужно за сутки делать, то есть вы понимаете, насколько нужно упороться, чтобы сделать. Но это на пантере, у кого есть пантера, может попробовать. Заметьте, не ускоряется. Так, тут гранатку, аптечку залутали, так понял, да? Ладно, давайте пойдем сюда. Лиза тоже бота била, мне кажется. Да, она хотя бы... Вот, хотя бы здесь аптечка. Ну, в общем, команда какая-то очень странная. То они бегут, то не бегут. Боты как бы стоят по сторонам. Все дела. Ну ладно, надеюсь, мы сможем затащить. Правда, копья еще нету. Печальненько. Ну вот и копье, кстати. У меня у Зебры Паулы, как видите, гранатка прокачана, дальность достаточно большой. Почему? Потому что у Зебры Паулу дальность гранаты это очень важно. Зебра Паул у нас отступающий вид персонажа, да? Да, отступающий персонаж, если можно так назвать его. Так, вроде я, кстати, застанил, но это не точно, змею. Ну и гранатка, вот, посмотрите, в чем плюс, это то, что она почти, по сути, дальняя. А дальняя гранатка достаточно много дает. Так, я пока что бахаю. Мне нужно здесь еще залутать аптечку, лишнюю одну, да? Дерзкий, конечно, Никс, так залетать. Заметьте, никто в него ничем не попал. Я особо не целился, зато он попадает. Так, ну ладно, надо врываться. Ля, там, короче, сильные противники. Никса надо добивать, а то он слишком дерзкий. Мешает нам очень сильно здесь. Ну, на автоатаке добиваем, особо не целимся. Нужно выманить сейчас противников, других вот этих вот красивых, чтобы они получили от нас плюхи. Я специально подставляюсь, потому что я могу себе это позволить. У меня есть зубы вампира хоть какие-никакие. Кстати, у нас, смотрите, капибарка хилит. Да, сейчас меня похилит тут немножко мои ребята. О, капибар пошел в воду, сейчас будет хилить. Давай, давай, братан. Все, погнали, спасибо. Так, ну, а мы сейчас залетаем, дамажим. Там у них, кстати, тоже вроде как Лизи есть. Жалко, мне нету тройных гранат. Очень обидно, без них бы сейчас... Ну, с ними было бы здесь очень удобно сейчас разыграть. Но, к счастью, к большому, я вроде сделал все красиво и каким-то чудом убил эту 11 Лизи. Если бы я не убивал, то было бы сложно. Капибар тут страдал фигней, не хилил кого-то бесполезным образом. А нужно было помогать мне тут убивать. Ну, мне тут кто-то помогал, я видел, как их скипы. Ну, хоть по одному попал. Блин, без тройной гранатки вообще так непривычно играть. Вы себе это не представляете, ребят. Просто капец как непривычно, особенно на зебре, на которой я не целюсь. Какие дерзкие вообще. Блин, и гранат... До сих пор не могу привыкнуть, что нету гранатки. Я, знаете, кидаю в окно гранату с расчетом на то, что она отскочит, ну кому как, и добьет противничков. Но ничего такого не происходит, потому что, ну... Потому что нету тройных гранаток. Но мы в итоге побеждаем. Я тут похилюсь, чтобы залутать аптечку еще одну для наших ребят. Надо бы пользоваться все-таки бонусами того сета, который я взял. Ну и, как говорится, пользоваться очень нужно, да? Очень нужно было пользоваться в этом бою особенно. Ну и вот про это говорилось, что такое, знаете, сборочка, она вроде бы хорошая. Как бы, но не для, как минимум, этого рейтинга. Нужен рейтинг там 1400, 1300 плюс хотя бы, чтобы использовать эту сборку на максимум. Потому что вот там вот бои частенько переходят на воде. Проходят на воде. Голд лихорадочка. Только что, видимо, запустили. Хотя ее тут слева нету, в общем, непонятно, работает или нет. Мне даже потестить не на чем. Да?
А ну-ка, возможно, здесь есть сундучок, сейчас посмотрим. Нет, нету. Ну, как говорится, ладно, фиг с ней. Погнали в следующий бой. Надо бы все-таки зебру пробустить, все-таки 16 уровень, повыше по рейтингу, чтобы эта сборка заиграла. А то здесь она так себе. Лучше все-таки было взять, наверное, дефибриллятор и ограничиться сандальными светов. Ботинок, в принципе, наверное, зебре не очень нужен. Хотя, опять же, вот будет замес на конце зоны на кустах, да? Будет жестко. Но пока этого замеса нету, штука бесполезная получается. Так, у нас тут кто-то один убежал. Очередной гений в команде. Неожиданность. Она такая, да. Не, ну заметьте, вот какие преимущества получает зебра. Мобильность очень крутая. Еще бы рончик был бы и не лагало бы, вообще было бы зашибись, но не сегодня. Кенгуру 14 уровня откуда-то взялся. Конечно, его Джоу есть... Да, вы что, прикалываетесь? У вас тут нормально вообще, не? Так, пьется, что их здесь так много? Блин, не успеваю похилиться. Меня кролик скипи сейчас задушит. Я сейчас играю, как вы видите, на автомате достаточно большом. Ну да. Вот где они нашли этих противников? Так не вовремя. Да. Бывает. Что я могу сказать, ребятки, бывает. Вот видите, вот была бы у меня тройная гранатка, я бы так это изи тащил бы, потому что урона было бы много. Да, урона было бы много. Но я взял сборку на подвижность, очень полезная сборка. Многое дает. Возможно, к ней просто нужно привыкнуть, чтобы она много давала. А, кстати, да. Я же вам забыл показать вот эту сверхакцию. Давайте быстренько взглянем на нее. А то как-то забыл сказать. Ну, это до сих пор идет, да, бесконечная акция, как всегда. Вот этот вот сундучок, как, знаете, у разрабов такой, как бы, бонус, я так понимаю. Точнее, не бонус. В общем, разработчики такие у себя подкрутили моментик один, с тем, что если у вас гемов меньше, то они вам предлагают акцию больше. Ну вот, 7600 за этот сундук, я считаю, ну, шанс на бесуху. Вот, в принципе, какую-нибудь из акций по сбросу или по монеткам X3, там, X2, в принципе, за такое количество гемов можно и открывать, наверное. Ну, блин. Ай, капец. Ну, феромоны выбить на кого-нибудь из очень крутых персонажей, ну, к которому они подходят, это, конечно, было бы классно. Даже очень. К тому же Никсу выбить, и считайте, у вас даже с 5 феромонами получается уже нереальные преимущества против противников, которые можно реализовывать очень круто и все такое. Но это так сказать. Выпадут они вам или нет, вы сами видели проценты, 5% это очень много. В кавычках, конечно. Хотя мне падало вроде даже по 3 предметика с одного сундука. Правда, падали очень интересные, да, вот эти щитки, вот это вот, ну, вы знаете. Все самое полезное мне падало. Ну, падали феромоны, и бицепс падал, тоже было приятно. На бака бицепс вроде выпал даже. Никс кофе, понимаю. Вот они, как брать 1200 рейтинга. Чекайте, берете Никса, берете кофе и бегаете. Да, наверное. Так, 3 копья серебряных лежит. Это, конечно, очень хорошо. Давайте ботика добьем, чтобы килл у нас один был. Наверное, стоит играть с Никсами, бросить Брюса пока что. Потому что если Никсы подставятся, они подставятся и умрут. А мне, как бы, реализовать зебру сложно. Потому что у зебры нужно, чтобы команда жила. Вот видите, вот, я развернулся, да? Стоял спиной к противнику. Кинул активный навык. Но это ничего не дало, потому что это игра зуба, да. Это есть проблема такая у игры на зебре. Ну вот сейчас, видите, успел. Ну, короче, не нужно спешить, в общем, тепла. Вот опять успел станчик кинуть. Да откуда они все берутся? Надо, кстати, хилку забрать, чтобы ребята хилились. Смотрите, еще один склад к нам пришел. А чё вас так мало, а? Чё вас так мало здесь, ребятки? Блин, как же хочется тройную гранату, капец. Еще кто-то пришел. Успею залутать? Успел. Жесть, как же мало противников, а? В этом бою прекрасно. Нас душит, а? Вообще не чувствуется. Не чувствуется количество противников. Смотрите, ну просто, ну это дичь какая-то. Ну серьезно. Это вообще ненормально, что столько противников. Ну, бобер сейчас задушит. Надо попробовать задушить бобра. Хоть как-то попробовать. Но вряд ли я смогу это сделать. Уже никак. У меня, правда, еще есть одна аптечка. Я, по идее, сейчас могу все это сделать. Это еще не так сильно душит. Мне кажется, я зря это делаю.
Да, я зря это делал. Да. Очень зря. Очень-очень зря. Ну, опять же, гениальность моей команды, она, как всегда, зашкаливает. Противники, которые душат почему-то только нас, это тоже очень интересно. Ничего неожиданного, да, именно так. То есть противники, которые зашли на остров, они били не тот сквад, который я пытался убить, да? Они били другой сквад, то есть мой. Совпадение. Совпадение, да. Кстати, если что, ребятки, 16 уровень, бустим рейтинг. Может пойти в соло-бои, как вы думаете? Давайте один боец последний в соло сделаем. Мне кажется, все-таки там Зебра будет в 100 раз сильнее, чем в командных. Потому что, ну, во-первых, уровень, а во-вторых, это сборка, более подходящая для соло-боев. Ну и в-третьих, это как бы то, что... 3 противника со мной вместе, ага. Ну и в-третьих, это то, что Зебра для соло-боев, она получше сделана. Все-таки это не командный персонаж, к сожалению. Поэтому на нем лучше играть соло-боев. Но я надеюсь, сейчас меня не задушат, я смогу хотя бы что-нибудь дозалутать. Да-да, не задушит. Смотрите, сколько лута. Целая толпа лута, да? Прям целая толпа. Сейчас мы акула застанем. И не дадим ему взять аптечку. Нет, он все равно ее взял. Ну и Никс, конечно же, меня поддушить подошел. Как неожиданно вообще, да? Неожиданная неожиданность. Лута, как всегда, нету. Угу, прекрасно. Ай, да. Наслаждение. Просто наслаждение, когда лута нету. А акул с кофем играет. Надо быть таким... Ладно, не будем об этом. Акул с кофем — это акул с кофем. Почему ты такой душный, бачок? Так, надо бы за ним выехать, наверное. Сейчас, быстренько. Так, лутаем гранатку. Зебро. А я думал, короче, это Джет кидала легендар... Ну, бомбу Молотова. Это был баг. Понимаете, баки еще играют с бомбой Молотова. Баки еще играют с бомбой Молотова. Офигеть. Да, какой дерзкий баг. Я сейчас умру, нет? Не умер. Живем. Ну, у меня есть как бы укол адреналина, я особо не напрягаюсь в этом плане. А баг далеко убежал? Ну, вот куда ты убежал с легендарной гранатой, ну? Не, ну вы посмотрите на этих неадекватов, а? Ага, вот он. Нашелся, Нубасик, нашелся. Думал, от меня убежит. Ха, не сегодня. Я чувствую его чем-нибудь, своим копытом. Ну, вот видите, вот зашел в соло-бои. Чисто изи ноги. Подвижность дает бонусы, да. Теперь уже видно эти бонусы. Теперь уже можно сказать, что да, вот реально стоит брать эту подвижность на зебру. Потому что в соло-боях, ну реально, бустит хорошо. Опача. Акульчик, а чё мы такие... А чё мы такие печальные, Акульчик? Боже, там косточка и кофе! Ребятки, мне не слов, это... Косточка и кофе. Если там еще инструменты, я буду орать с него. Хотя, что там орать? Там и так уже орать пора. Ну, блин, косточка и кофе, понимаете? Косточка и кофе. Он что, сбежал? Серьезно? Блин, обидно, что он сбежал. Он, наверное, за мной шел, скорее всего, на воду. Блин, там косточка и кофе на акуле. Косточка и кофе на акуле, ну вы... Как так можно играть? Как? Это же целых 2 предмета в минус. Даже если у него 4 слота, все равно нельзя так делать. Капец, просто капец. Генри почему-то отступил, очень странно. Халявную аптечку мне оставил. И дробовик желтый. Странный Генри. А, видимо, акула нашел. Акула, что это дела? Давайте акулу убьем сначала. Блин, я, конечно, меткий, как никогда. Но акула нету шансов, я слишком дальний бой. Понимаете, вот к Генри невозможно... Ой, к Генри, к Зебре невозможно подойти. То есть у него есть дальний бой, типа вот гранаты, да? Опять же, смотрите, насколько дальний. Боже, этот с косточкой, да что ж вы такие гениальные. Лучше бы ты через баг хилился, там стенка стоит, он лучше хилит. Вот просто, ну вот эти игроки, это нечто. Это нечто непостижимое. Ну вот такой вот Зебра, ребят. Да, соло-бои это его вариант. Потому что разваливать 1 на 1 любого он изи может. Ему не важно, там ты дальник, ближник, прыгаешь, не прыгаешь, станы там кидаешь, яд, не важно. Он просто поворачивается. Ты его пытаешься догнать, а он тебя дамажит. А ты его пытаешься догнать и не достаешь, а он тебя снова дамажит. И так по КД. И вот это суть персонажа.
К сожалению, в командных боях он не так хорош. Потому что душный, ну и потому что команда не очень. Такие вот дела, ребятки. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.